Hi everyone, с вами Ева Лорман. Я автор и ведущий этого канала, который посвящен красоте и уходу за собой, но сегодня видео немножко на другую тему. На моем канале за последнее время появилось огромное количество комментариев на тему «А где картинка? Не поняла, что тут происходит. Покажите стрижку полностью. А как вы сделали этот цвет?» И эти комментарии, конечно же, под короткими видео, которые называются шортсы. А еще часто спрашивают, что вообще такое шортс, как ими пользоваться, почему там нет всей информации. Сегодня разложу все по полочкам, а заодно покажу, как правильно пользоваться этим форматом видео. Будет полезно для тех, кто вообще не знаком с этой информацией. Итак, что такое YouTube Shorts? Это короткие вертикальные видео длиной до 60 секунд, но их увеличили чуть-чуть, это не столь важно. Формат специально сделан для мобильных телефонов. Ты листаешь ленту, и они идут друг за другом. Самое главное, что это вертикальные видео, а стандартный формат больших видео – это горизонтальные видео. Об этом чуть позже. И отсюда главная особенность: в 60 секундах невозможно показать полноценную стрижку или разбор какого-то цвета. Ты не успеешь и технику объяснить, и нюансы. Поэтому в шортс мы не пытаемся дать все. Мы даем крючок, самую яркую мысль. Задача показать быстро какую-то мысль, тему. Можно сказать, что вырываешь из контекста. Но шортсы лично на моем канале это не отдельная какая-то вселенная. Это маленькие анонсы, то есть любой шортс, который я выпускаю, в основном сделан из большого видео. Проблема в том, что большие видео горизонтальные, а шортсы все вертикальные. И при обрезке, когда мы их режем на маленькие тематические кусочки, в любом случае обрезается часть этого формата, чтобы он стал вертикальным. Поэтому вы не видите на шортсе картинку, потому что она не на мне в большом видео, а рядом со мной, чтобы это все было хорошо видно. Поэтому в шортсах нет этой информации. То есть понимаете, в чем особенность шортсов? Это анонсы больших видео. И они еще максимально полезны для тех, кто ищет конкретную тему. То есть зашел на шортс, послушал в течение 30 секунд. Если тебе эта тема нужна, ты переходишь на большое видео. Это очень просто сделать, я покажу сейчас. И смотришь это большое видео. Там закрываются все вопросы, которые касаются этой темы. Но если тебе эта тема не интересна, ты просто проходишь дальше. То есть 30 секунд достаточно для того, чтобы понять, тебе это нужно или нет. Напоминаю, что оперативно на ваши вопросы я отвечаю в первый час после выхода нового видео, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе. Где меня найти? Все ссылки на мои соцсети в описании и в моем закрепленном комментарии. И всегда читайте описание, потому как я могу туда вставлять разные полезные ссылки на материалы, которые я упоминаю в своих видео. Вдруг что-то появляется очень актуальное. И смотрите видео до конца, в конце всегда горячие объявления. И вот теперь смотрите, какая история. Я прям показываю скрины этих комментариев, а можно картинку посмотреть. И, кстати говоря, много лайков под этими комментариями, поэтому я вынуждена снимаю это видео. Я отвечаю на ссылку на самом видео, снизу жмите и можете посмотреть. Тут же приходит другой комментарий. Здравствуйте, нет такой ссылки на видео. То есть я понимаю, что не все видят даже эту ссылку. Вообще я больше понимаю. Не все понимают, что там на шортсе стоит ссылка. Поэтому я думаю, что это стратегически важно записать такое видео, чтобы вам помочь с этим разобраться. Теперь давайте смотреть, как это выглядит. То есть, когда вы открываете шортс, что на шортсе изображено? Вот смотрите, что такое в принципе шортс. Как он выглядит на том экране, где монтируются горизонтальные видео. Он очень маленький, поэтому если рядом будет картинка, она однозначно просто не попадает в кадр. Но чем удобны шортсы? На них стоит прямая ссылка на большое видео, где все подробно рассказано, показываются все картинки и так далее. Смотрите, где эта ссылка? Первая строка с фотографией, с моей фотографией, она не кликабельная, она показывает хэштег моего канала.
А рядом с ней кнопка «Подписаться». Подписывайтесь, конечно, потому что здесь очень много полезной информации. Дальше. Следующая строка. Почему ваш мастер портит волосы? Там тра-та-та, к примеру, да? Это название шортса. Потому что дублировать название на ютубе, например, как называется большое видео, и название шортса, это неправильно. То есть здесь смысл будет такой же, но слова не повторяются. А вот третья строка, где маленький треугольник, это и есть уже кликабельная ссылка на переход на большое видео, где есть все ответы, которые вас интересуют. То есть жмите пальчиком прямо на это название, третья строка, и вы сразу попадаете именно на большое видео. И такой, конечно, формат максимально удобен. Да, я согласна, что она не настолько яркая, чтобы вообще на нее внимание обратить. И нигде тут не подписано, что жмите на эту ссылку. Человек далекий от этих всех технологий, конечно, не понимает, куда тут надо нажать. Поэтому вот, запоминайте, третья строка. То же самое касается и других видео, где я себя крашу, где я себя стригу, где я показываю там, например, на людях что-то. Прослушали шортс, если вас эта тема заинтересовала, жмите на эту третью строку, и вы сразу же переходите на большое видео, где все расписано, описано, разжевано, вам останется только проглотить. И еще, кстати говоря, еще такой момент, я заметила, что, например, если вы задаете вопрос, вам подписчики, которые в этом что-то понимают, отвечают. Потому что я не могу успевать прям сразу всем отвечать. Смотрите за этими ответами. Они обязательно приходят вам как уведомление. Обращайте на это внимание на своих телефонах. И читайте, что вам пишут другие мои подписчики. Вот даже прикрепляю скрины. Опять, жаль, саму стрижку вы нам так и не показали. Ирина отвечает, там внизу есть название полного видео. Перейдите и посмотрите. Зритель пишет, еще бы видео по этим ссылкам открывалось. Скорее всего, вы просто не попадаете на эту надпись. То есть вы должны попадать именно в ту надпись, где рядом стоит треугольник. Это и есть ссылка. Опять же, человек тратит свое время, пишет, на канал можно перейти, посмотрите, оно из недавних. Ну, люди, конечно, пишут спасибо большое за подсказку. То есть я понимаю, что это животрепещущая тема. Наверняка она многим будет очень полезна. И даже если вы не зритель моего канала, вдруг вас просто привлекло вот это название, что такое шортсы и как их можно смотреть, достаточно все просто. Логика, мне кажется, моя вам понятна. Это очень удобно, особенно для тех подписчиков, кто впервые, например, попадает на канал, мало понимает вообще, о чем тут идет речь, а из шортсов очень быстро понимает тему канала, манеру подачи и так далее. То есть он понимает, интересен ему этот блогер, значит, он дальше пойдет уже смотреть полномасштабные видео. Вот такая техническая полезность. Я думаю, что я ответила вам на эти вопросы. И, конечно, должна напомнить, что если вы окрашивание делаете в домашних условиях и хотите получить полный алгоритм окрашивания, начиная от подготовки волос и заканчивая уже как смыть цвет, который вам не понравился, эти все алгоритмы есть у меня на курсе «Салонный блонд дома» и «Салонный русый дома». Салонный блонд дома. Там вы найдете ответы на вопросы, как из любого цвета волос выйти в салонный блонд, в том числе и выход из черного в блонд. Я разбираю, как выбрать пудру, как подобрать оксид, чтобы не убить волосы, как выбрать красители. Там я рассказываю на примерах 8 брендов, которые доступны в любой стране. Как создавать разные миксы, как наносить эти составы, потому как у вас нет скорости, как у мастера. Сколько выдерживать на каждом типе волос, как убрать желтизну, как не допустить зелень, как тонироваться в холодный или теплый блонд. И что делать, если вдруг цвет вам не понравился. А для тех, кто хочет получить салонный русый дома из любого цвета волос, салонный русый дома. Как краситься без рыжины, без затемнения. Как уйти из блонда в русый без зелени.
зелени, как смешивать красители, как наносить, чтобы это было все безопасно для волос. И еще одна важная особенность: в каждом направлении по 11 баз. И в первом, и во втором направлении также есть окрашивание седины. Для каждой базы существует свой алгоритм окрашивания. То есть нельзя взять всем показать один алгоритм. Так не работает. Поэтому на просторах интернета огромное количество ошибок, которые люди допускают и в домашнем окрашивании, и даже в салонном окрашивании. Сейчас на все скидки и полезные бонусы. Ссылки в описании и в моем закрепленном комментарии. Я рада вам сообщить, вышла моя долгожданная книга «Код идеальной стрижки. База номер 1». В этой книге я собрала базу самых популярных стрижек из интернета. Стрижки и схемы пошагово, работа с разными типами волос и как подобрать стрижку. Это не просто книга. Помимо самих стрижек, в этой книге масса полезной информации как для мастеров, для новичков, так и для любителей. Как выходить из разных ситуаций, как общаться с клиентами, сотни подсказок и фишек, как добиться идеального результата. Код идеальной стрижки. Новая эра мастерства. Подробности и ссылка под этим видео и в моем закрепленном комментарии. И следите за выпусками, скоро книга по колористике. Напоминаю, что оперативно на ваши вопросы я отвечаю в первый час после выхода нового видео, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе. Курсы, книги, онлайн-консультации, ссылки в описании и в закрепленном комментарии. И всегда читайте описание, потому как я могу там дополнить тему ролика. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Туда вы можете присылать вопросы со своими фотографиями. Ссылка на него в описании и в закрепленном комментарии. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи, хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.